Приветствую всех на канале. Распаковочка и ремонт магнитолы Саньонг, город Сыктывкар. Да. Так, магнитола без повреждений дошла как положено. Теперь проверяем ее поведение на блоке питания. Делаем в кадр блок питания, подключаем согласно распиновке, которая тут указана наверху. Так, значит, разъем четвертый, пятый плюс у нас. Четвертый, пятый плюс, ну и корпус на массу. Четвертый. Так, пульсовой. Сейчас намутим другой провод, так как этот немножко неудобный. Так, ну и на массу. Так, подаем питание и смотрим на реакцию. 400 миллиампер. Магнитола, соответственно, не реагирует. Давайте нажмем на старт. Тоже ничего. Подсветка при этом у нас тоже не светится. Кнопка на дисковод не работает, нету реакции. Блок питания при этом потребляет 475 миллиампер. Так, отключаемся от блока. Раскручиваем и приступаем непосредственно к ремонту. Так, удачно фен упал. Зацепил чуть-чуть монитор. Так, ищем пустую коробочку. Сделаю пониже, так как шлейф от микрофона, шлейфик, провод короткий, немножко неудобно.
Сейчас прогреем чип, посмотрим на реакцию и дальше уже перейдем непосредственно к его перекатке, если проблема в нем. Отсоединяем шлейфик. Здесь они короткие, неудобные. Теперь снимаем вот тут вот винтик спрятанный. И пластиковую обойму. Снимаем два шлейфа. Так, тут теперь маркером делаем пометочку, с какой стороны вставлять, чтобы потом не путаться. Вот так. Вот так. В любом случае его снимать придется, потому что будем делать распайку, и все шлейфа, которые участвуют, то они будут плавиться, поэтому их нельзя оставлять в корпусе. Так, все, шлейфа извлекли. Попробуем прогреть чип напрямую через корпус и сделаем выводы. Греть будем 300 градусов на всю, так как тут есть своя защита, корпус. Нам надо просто добиться, чтобы чип немножко прогрелся. Так, думаю, достаточно. Подключаемся снова к блоку питания. Включаем питание. Так, загорелась подсветка, как видите. Потребление 380. Картинки пока нету, не вижу. Загорелся привод, активная лампочка светится, по крайней мере. То есть реакция на прогрев чипа есть. Ну, как такового старта нету. Еще раз прогреваю. Но думаю, проблема 100% в чипе, так как реагирует на прогрев. Появилась подсветка. Добавлю температуры 330, видимо, не достает, так как прямого прилегания там нету.
Так, 600 миллиампер. Ну, как видите, картинка появилась. Пошла загрузка. Ну и видим, что он уже включается. Все, ну на этом выключаем его. То есть диагностику первичную мы провели. Понимаем, что у нас проблема с чипом, в чем в принципе никто не сомневается. Так, производим дальнейшую разборку. В этом плане эту магнитолу нужно, насколько я помню, полностью извлекать, разбирать в смысле, за счет радиатора. Сейчас попробую вот эту крышечку разобрать, не разбирая дно. Давайте вот это вот снимем, она несложно снимается. Так, отключаем вентилятор. Убираем в сторонку. Извлекаем разъем под флеш-карту, под USB. Так, отключаем все шлейфа. Есть. Здесь шлейфики маленькие, все разного диаметра, не ошибемся. Отключаем смело, без маркировки. Добираемся до винтов. Так, тут два нижних. Здесь плата держится на... Так, тут не держится ни на чем, тут тоже ни на чем. Упирается только в корпус. Извлекаем вот эти. Так. Смотрим, что тут еще мешает для изъятия. Если будет сильно мешаться, то еще извлекаем, соответственно, боковую крышечку. Да, там больше ничего не мешается. Так, можно извлекать. Единственный момент, упирается в радиатор. Вот этот вот звуковой. В общем, быстрее будет разобрать заднюю крышку боковую.
Так, вот в чем проблема. Тут у нас винтик, который держит радиатор. Все, этого достаточно. Дальше разбирать не потребуется. Теперь у нас свободный доступ. Вот так вот ее извлекаем. Потихонечку, не спеша. Вынимаем плату. Так, убираем дисплейный модуль обратно в коробку, пока чтобы он нам не мешался. Значит, с этой платой следующая работа. Радиатор этот, в принципе, можем не снимать, он нам сильно погода не сыграет, сильно отвода от него не будет. Единственное, он может просто мешать под рукой, неудобно будет. Вот, поэтому просто нужно расположить материнку на рабочую поверхность так, чтобы она не мешалась. Поэтому сейчас пробуем закрепить, не снимая радиатор, а потом уже перейдем к точной настройке. Так как у нас тут чип, видеочип, который неисправный, эта крышечка также, видите, она немножко мешает обогреву, поэтому располагаем так, чтобы было все удобно. У меня плата как раз таки настроена была под предыдущий ремонт такой же магнитолы, вот, поэтому мне перестраивать даже ничего не придется. Вставляем все в том же состоянии. Сдвигаем, подключаем питание, даем пока время прогреться ей. Температурный профиль будет на плате 350 градусов, на самой материнской примерно появится до 140-120, то есть прогреваем примерно до таких температур. Устанавливаем чип, этот температурный датчик. Флюковский температурный датчик у меня пришел, он очень сильно врет, и я его не использую. То есть китайцы обманули, выслали неисправный, точнее неисправный, а какую-то подделку. Поэтому MyTech у меня работает исправно, я ему доверяю, поэтому его использую. Значит, паяльник включаем. Тут использовать будем уже жало типа топорик. Оплетку какую-нибудь старую, ну точнее не старую, а дешевую китайскую, так как тут очень большой расход будет ее. Так, сейчас я снимаю кофту. Рассвет неохота одевать, а от кофты большое статическое электричество. Сегодня, кстати, похолодало, на улице холодно. Так. Зацепил. Вот я про то и говорил, что радиатор будет исключительно мешаться в плане удобства. Проходимся по кругу, убираем припой. Потом вместо этой крышки, либо эту крышку плюс радиатор устанавливаем на новый чип, так как если не поставить ничего, охлаждения не будет, и будут те же самые проблемы с магнитолой.
Тут даже с этой стороны частично крышка не припаяна, он приподнимается сама. Так, тут что зря показывает. Вот температура. Перевел не в то. Так, видите, крышка не прилегает к чипу совершенно никак. Это просто декоративная закрывашка, скажем так. Сразу почищу. Так, плата прогрелась почти до 120 градусов. Добавляем флюс под чип. Достаем сразу новый, градусы снизим. Так, тут у нас 8801. 8801. Кладем пока чип на стол, пусть он прогревается. Да, где поближе тепло. Так, снимаем. «260 у меня на фене. Начнем с этой температуры. Угу, пойдет. Добавил до 290 и добавил чуть-чуть поток воздуха.
Можно это делать без насадки, будет больше охват на чип. Он вообще не поддается, добавлю нижнего. Обычно на этой температуре уже слетает. Сниму насадку. Ну я понял, в чем проблема, почему все это дольше происходит. Снизу под ним железка нижняя, и она не дает прогреться до конца материнской платы, поэтому намного затруднительный процесс. Поэтому сейчас поднимем низ. И чуть-чуть добавим поверху. Вот. Нижняя крышечка сама отпаялась. Теперь можно без нее. Теперь процесс прогрева пойдет лучше. Вот сразу чип начал шевелиться. Убираем подогрев.
Убираем чип в сторонку. Достаем хорошую оплетку и убираем. Тут теперь аккуратненько, ничего не задеть. Чистим. Убираем остатки флюса. Сначала не сильно влажной салфеткой, этой палочкой. Чтобы не было сильного перепада по температуре. Так, теперь
Добавляем флюс. Желательно тонкий слой, чтобы она у вас не уплыла. В процессе потом можно добавить. Проверяем маркировки. Позиционируем на плату и включаем подогрев. Ждем, когда материнка прогреется до 140, до 160, и потом сверху уже догреваем феном. Лазер я сейчас не использую с этой станции, он такой щепетильный, им очень тонко надо, я не знаю, работать, чтобы не угреть ничего, поэтому его я крайне редко использую. Для снятия в основном можно, а вот для установки лучше воспользоваться феном. Так, вместе, где у нас должен чип прилегать, точнее не чип, а термопара, намазать лучше флюсом. Наклеечку одну не снял, но она в принципе тут не нужная, с маркировкой майнборда, она дублируется вот тут вот. Переклеим ее сейчас на радиатор, пусть будет тут. Прогреем до 160-180 и сверху чуть-чуть догреем. Сверху уже выставлю на 270-260. 270 оставил поток на троечку. Когда флюс начинает закипать, это вот примерно тот самый признак, когда дымится, точнее, тот признак, когда уже примерно можно давать вверх.
Теперь добавим немножко флюс. Так, ну и надо чуть-чуть ее пошевелить, убедиться, что она припаялась. Все. Можем включить принудительно какой-нибудь обдув. У меня чаще всего используется вот такой вот с ноутбука. Только контакты тут сейчас не зажму, у меня сломались на блоке питания тоненькие контактные площадки, зажимчики. Поэтому попробуем вот это запустить. Так, можем тут отключить. Кладем на термостолик, на резиновый. И убираем подогрев, чтобы он нам не мешался. Снимем за вот эти части. Кладем немножко вот на такую поверхность. Так как там радиатор, нам ничего не будет мешать. Так, убираю пока со стола нижний подогрев.
Пока что все остывает. Убираем вот тут вот оплеткой лишнее под крышку, которую желательно снимать, либо ставить, она в процессе сама отваливается. В дальнейшем надо ее вернуть на свое место, поэтому убираем здесь лишний припой. И устанавливаем ее на место. Вообще все это делаете уже после проверки. Так, неправильно ставлю. Здесь есть вот они пазики. Теперь на место. Так, есть. Убираем щеткой все, что тут осталось. Щеткой или этими ушными палочками. Когда плата теплая, там проще оттереть. Если уже не оттирается, используйте Flux Off. Flux Off оттирает и уже на остывшей плате. По чипам также вымываем все. Добавим Flux Off. После флюксов еще раз бензин калоша, он более летучий, его проще под чипа выгнать. Так, ну и вдобавок еще на чип устанавливать будем через термопрокладку радиатор. Это приходили радиаторы. Сейчас покажу от китайцев. Пластины целые. Сейчас я сориентируюсь, куда их положил.
покажу. Вот такой набор. Там есть термопрокладка, резинки всякие, протирка ненужная. В общем, прокладка и радиатор. Радиатор не сказать, что прям он здоровенный и толстый, но он будет вполне справляться с этой задачей. Вы его можете также распилить, если вам он в корпус где-то не впихивается. Здесь же он, ну, по крайней мере, на Kia Sorento он там точно встает. Сейчас и сюда примеряем. Есть то же самое, отлично все встает. И вот вместо этой железной штучки будем ставить вот этот радиатор. Вот. А в предыдущей серии я делал вот сюда, припаивал медную пластину. В принципе, я так и тут, наверное, поступлю. Медную пластину, потом термопрокладку сюда, запаиваю крышку и уже на крышку медный этот радиатор можно монтировать как угодно. Медная пластина была вот такая. В принципе, я сейчас все это в процессе и покажу. Не буду я убирать ролик. Вот они, эти пластины медные. Одну оставляем. Я ее вымеряю, приклеиваю сюда на припаиваю, точнее припаиваю, потом термопрокладка и уже туда. Все это делаем уже после проверки материнской платы. Так, убираем все лишнее пока со стола. Плата уже остыла, можно ее подключить, проверить. Плюс я ее все отмыл. Так, возвращаем дисплей. Резинки можем убрать. И подключаемся. Тут уже запаял, можно все оставлять сразу в корпусе. Монтируем в корпус, не спешим. Есть. Частично винтами скручиваем, потом уже разбираемся, какие нам необходимы, а какие пока не нужны. Сейчас делаю прихваточку на 2 винта, чтобы плата не болталась. Так, давайте с нижнего. Так, тут есть. Не забываем про вот эти шлейфики, чтобы их там не зажало. Вот как раз его один зажало. Откручиваем обратно. Вытаскиваем шлейфик. Есть, чтобы он не мешался. Магнитола от Саньонга чуть-чуть, от Sorento чуть-чуть сложнее в плане сборки, разборки. Тут слишком заморочено по этим винтам. Sorento проще чуть-чуть. А так работа, в принципе, однотипная. Так, ну и вот сюда винт вкручиваем, который у нас на радиаторе. Подключаем шлейфа.
Так, все, оба коннектора подключены. Коннектор дисплея подключен. Переходим к питанию непосредственно. Подключаемся и проверяем. Вентилятор сейчас нам не нужен. Включаем питание. Так, есть, все подключено. Ничего не отвалилось, отлично. Проверяем. Ток потребления 800. Подсветка засветилась. Первая загрузка может быть длительной, поэтому чуть-чуть выжидаем, не спешим. И первая загрузка может быть с кнопки старт. Есть какой-то писк непонятный. Переподключу шлейф дисплея. Так, все есть. Ага. Есть небольшой у меня косячок. Почему сейчас все так и произошло? Сместились резисторы на материнской плате возле процессора. Сейчас покажу. Вот это вот часто бывает, когда оплеткой работаешь, ну или еще чего-то. В общем, резисторы на проце. Вот этот ряд, видите? Они сюда уехали. Вот. Так что надо их сейчас сдвинуть на свое место. И должно быть все хорошо. Берем насадочку, не сильно большую. «280» можно на фене. 290, ну и помогать будем паяльником, потом все отмоем. Касаемся сюда, сюда, сюда. И толкаем это все. Жало, конечно, использовать надо потоньше. Вот такое подойдет. Так, ну и возвращаем эти резисторы на свое место. Начинаем с менее удобного. Есть. Добавим немножко поток. Не хочет поддаваться, добавлю припоя на кончик паяльника. Есть.
Есть. Убираем флюс. Все. Пробуем еще раз проверить. Ну, визуально поглядеть, конечно, чтобы ничего не зацеплено было. Это надо было, конечно, сразу сделать. Но обычно все аккуратно происходит. В этот раз зацепил. Так, есть. Так, все, проверяем подключение, чтобы ничего не коротило. И пробуем включить. Так, писка нету. Ну и картинка не появилась. Старта нету. Потребление 400 миллиампер. Есть высокочастотный звук. Отключаемся. Проверяю визуально, все ли резисторы на своем месте, но тут вопросов к ним нету. Все на своем месте. Извлекаем плату. Смотрим под микроскопом. Бывает, что чипы бракованные попадаются. Такое бывает. И приходится делать работу повторно с другим чипом. Есть.
Так, под микроскопом смотрим, что тут у нас в итоге. Так, зацепленные резисторы. Вот они. Я их на место все поставил. Все остальное на своих местах. Ага. Ребят, ну в общем, как я и предполагаю, нам попался бракованный чип. Смотрите. Вот тебе и китайцы. Видите? Чип. Чип бракованный. Дубль 2. Переустанавливаем на новый чип. Так, я тогда вторым роликом сейчас его начну делать, чтобы у нас не получился двухчасовой. И прям с этого же места начнем.